Добрый день, дорогие друзья! Сегодня готовим с вами быстрый шоколадный торт под названием капучино. Приготовление начнем с бисквита. Яйца комнатной температуры выбиваем в миску, добавляем сахар. И параллельно, чтобы сэкономить время, объедините между собой сливочное масло, шоколад и поставьте разогреваться в микроволновку на 1,5 минуты. Далее начинаем взбивать яйца сахаром. Взбиваем около 2-3 минут, чтобы масса побелела. Достаем шоколад из микроволновки. Обратите внимание, полностью его не растворяем, потому что наша миска продолжает быть горячей. И теперь наша задача только хорошо размешать. За счет того, что масло сливочное горячее, тем самым он будет растворять шоколад до конца. Промешиваем буквально секунд 30 хватает, и масса до конца уже растворится. Добавляем к яйцам вместе с сахаром и перемешиваем. Добавляем растворимое кофе. Добавляем сухие ингредиенты в виде муки, какао без сахара и разрыхлитель. Я также рекомендую вам предварительно их все между собой смешать и просеять. Тесто готово. Обратите внимание, какая текстура должна получиться: ровная, гладкая, довольно жидкая и без комочков. Противень выстилаем пергаментом и разравниваем. Отправляем печься в разогретую духовку на режим вверх-вниз при 180 градусов 8-10 минут. Ориентируйтесь по сухой зубочистке. А мы приступаем к приготовлению крема. Делюсь с вами рецептом очень вкусного сливочного крема. Сразу вам скажу, не пугайтесь объемов, я готовлю увеличенную порцию, так как готовлю за кадром еще один десерт для гостей. Теперь смотрите, холодное маскарпоне добавляем в миску, немножко взбили, следом добавляем сливочное теплое масло. Промешиваем до однородности. Сливочное масло нужно для того, чтобы крем был более стабильный после охлаждения. Добавляем вареную сгущенку, промешиваем буквально до однородности, и крем готов. Мне нравится, что он получается очень сливочный и в меру сладкий. Теперь, пока у нас печется бисквит, я рекомендую вам сейчас крем промешать, покрыть сверху пищевой пленкой, отправить в холодильник либо в морозилку буквально на 10-15 минут. Бисквит готов, теперь дайте ему хорошо остыть, минут 15 хватает. Следом приступаем к нарезанию. Нужно разрезать на 3 части. Смотрите, как это делаю я. Я отмеряю длину, у меня примерно 40 сантиметров, и ширину 28 сантиметров. И теперь 28 делю напополам, получается 14. 14 сантиметров отступаю сбоку и разрезаю. Теперь нам нужно большую часть разрезать на 2 части, получается итого 3 куска, довольно длинных прямоугольника. 3 части друг на друга ставим и подрезаем, подравниваем края. И края, которые остаются, нам нужно будет измельчить. Теперь самое интересное, приступаем к сборке. После 15 минут, где-то 20, я достала крем из морозилки, и вот такой текстуры получается. Для пропитки я буду использовать Бейлис. Если хотите, можете использовать абсолютно любую пропитку, как от фруктов консервированных, так и просто сахарный сироп, либо просто можете заварить кофе. Любая пропитка по вашему вкусу. Пропитали бисквит, сверху выложили крем, разравниваем, и так поочередно. Крем, бисквит, в самом конце у нас будет еще крем, и сверху посыпем крошками. И хотела с вами поделиться моим наблюдением. Пропитка лучше впитывается, если корж пропитывать с другой стороны, то есть не той, которой внешне выпекается бисквит, а с той, которая она прилегает к противню.
Тортик отправляем для стабилизации в холодильник минимум на 10 часов, а лучше на ночь. Посмотрите, каким теперь крутым способом я пользуюсь. Сам тортик ставлю на крышку от контейнера, а крышкой у меня служит сам контейнер. Очень удобно, герметично. Я думаю, вам понравится такая идея. Нарезаем на порционные кусочки и подаем. Я рекомендую вам, чтобы тортик постоял в комнатной температуре минут 20. Так крем согреется и тортик будет от этого еще вкуснее. На этом все, дорогие друзья. Я буду рада, если вам тортик понравился, и напишите внизу в комментариях свое мнение. Шоколадные вкусные коржи и нежный сливочный крем. Кстати, вам скажу, что кофе прям не чувствуется супер сильно. Кто не любит кофе, можете вообще не добавлять. И можете разнообразить тортик по своему вкусу. К примеру, добавив орешки, кисленькие какие-нибудь фрукты, ягоды или посыпать, к примеру, шоколадом. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал. Желаю приятного аппетита и увидимся скоро.